Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом яблочной шарлотки на сковороде. Это особенно актуально, когда на улице жара и не хочется включать духовку. Этот яблочный пирог готовится быстро, просто, буквально за 30 минут. И получается очень вкусный, с нежным воздушным тестом, пропитанным ароматными яблоками с карамелью. Посмотрите, какой пышный получился! Какое здесь великолепное тесто, как он здорово пропитался. Конечно, дождаться, когда этот пирог остынет, просто нет никакой возможности. Поэтому я даже рекомендую его подавать теплым и с шариком мороженого. Это будет просто невероятное объединение. Я уверена, никто не догадается, что вы готовили такую красоту в сковороде. Для приготовления теста мне понадобится в миску отправляю яйца. Добавляю соль, сахар и хорошо перемешиваю венчиком. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес одного яйца со скорлупой примерно 60 граммов. Рецепт очень простой, я даже не пользуюсь миксером для приготовления теста. Вливаю растопленное сливочное масло, перемешиваю. Добавляю экстракт ванили, также можно использовать и ванильный сахар. И добавляю жирную сметану. Перемешиваю. Кстати, если вы хотите, можно сливочное масло заменить растительным без запаха. В полученную массу просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Перемешиваю до однородности. Получается вот такое тесто по консистенции, как густая сметана. Сегодня мой яблочный пирог я буду готовить в сковороде. Диаметр сковородки 26 сантиметров. Сковородку лучше всего брать с толстым дном, с высокими бортами. У меня бортик 6 сантиметров. И также сразу я подготовлю крышку. Оберну ее полотенцем. Сверху завязываю. Крышка должна плотно прилегать к сковородке. Таким образом, подготавливая крышку, мы избавляемся от конденсата. Капли воды не будут капать сверху на тесто. Также для моего яблочного пирога мне понадобится яблоки очищаю от кожицы. Удаляю сердцевину и порежу яблоки довольно крупными дольками. Я порезала дольками 1,5 яблока и половинку оставила. Сверху все сбрызгиваю лимонным соком, чтобы яблоки не темнели. Эту половину яблока я разрежу на небольшие кусочки. Их я добавлю в тесто. Сковородку я поставила на плиту, всыпаю сахар и готовлю светлую карамель. Жду, когда сахар расплавится и станет легкого золотистого цвета. Чтобы сахар быстрее плавился, я его слегка перемешиваю. Я готовлю карамель на среднем огне. У меня карамель получается вот такого легкого золотистого цвета. Она абсолютно не темная. Весь сахар полностью расплавился. И я добавляю в сковородку сливочное масло. И интенсивно все перемешиваю. Здесь очень важно не перепалить карамель, чтобы она не получилась слишком темной, так как пирог будем готовить еще на плите, и карамель дополнительно еще обжарится. Вот она должна получиться вот такого светлого коричневого цвета. Очень нежная и ароматная. Сейчас сковородку я снимаю с плиты. И сверху в карамель выкладываю дольки яблок. Очень аккуратно, чтобы не обжечься. И также выкладываю яблоки в середину. У меня осталось здесь еще небольшое количество яблок, долек. Я их также порежу и добавлю в тесто. Перемешиваю. Кстати, по желанию в тесто или в яблоки вы можете добавить корицу. Я не добавляю. Хочу сделать такой легкий карамельный пирог. Сковородку я ставлю обратно на плиту и выкладываю сюда тесто. Разравниваю, стараемся делать это аккуратно,
чтобы внизу яблоки не сдвинулись. Закрываю все крышкой и на минимальном огне готовлю 15 минут. Конечно, во многом время выпечки зависит от того, какая у вас плита и какую посуду вы используете. Посмотрите, на крышке здесь образуется довольно много конденсата. Если бы я не завернула крышку в полотенце, вся эта влага скапливалась бы внутри сковородки. Итак, у меня прошло примерно 15-17 минут. Я сейчас открываю крышку. Посмотрите, какая красота! Пирог сверху уже вот такой довольно плотный. Но он еще до конца не пропекся. Обязательно дождитесь вот именно когда он уже такой станет плотный, когда нет сырого теста явного сверху. Теперь я беру большой кусок пергаментной бумаги, накрываю сверху пирог и накрываю тарелкой. И быстро сковородку переворачиваю. Опа! Ох, одно яблочко убежало. Посмотрите, какая красота получается. Вот эти яблоки, которые у меня здесь остались, я их добавляю обратно. Вот таким образом. Стараюсь вот эту карамель всю также отправить на мой пирог. У меня здесь не совсем ровно получилось переложить на пергаментную бумагу. Но я думаю, суть вы поняли. Сейчас вместе с пергаментной бумагой я перекладываю мой пирог в сковородку. Вот эти края подрежу. Закрываю все снова крышкой и также на медленном огне готовлю еще 5 минут. У меня прошло примерно 5 минут. Я думаю, мой пирог уже полностью готов. Обязательно проверяем зубочисткой. Причем здесь, в этом пироге, важно проверить края, так как середина обычно в плите печет лучше. У меня пирог полностью готов. Он хорошо пропекся. Какой он сочный. Вот видно сверху вот эта замечательная карамель. Как же это вкусно! По виду никогда не скажешь, что это пирог, приготовленный на сковороде. Снимаю все с плиты. И сейчас аккуратно при помощи пергаментной бумаги переношу пирог на тарелку. Пергаментную бумагу аккуратно вытаскиваю. Вы только посмотрите на эту красоту, которая получилась. Такая яблочная шарлотка выглядит шикарно. Она получается пышная, воздушная и очень влажная и сочная, благодаря пропитке из яблок и карамели. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!